Утро 8 августа. На небе не облачко. На горизонте намеки есть на облака. Но, в принципе, опять обещается жара. А по вечерам холодина страшно. Вчера спать уходили, уже зуб на зуб не попадал. На завтрак у нас грибы с мясом и рис. Вчерашний наш ужин. Сейчас мы доедим его, а потом будет еще сладкая рисовая каша. Палатка. У нее такой вид, потому что мы иногда ленимся тент натягивать. Внутренние палатки ставим, а тент просто сверху бросаем и так и спим. Небольшой ветерок появился. С утра-то штиль был. Гнуса вообще никакого нет. Тепло. Погода супер. Мы уже собираемся постепенно. Скоро отплываем. Вот там на коптере проверили. Вон тот каньон. Там водопад небольшой есть. Поближе сюда. На первом ярусе. И вот налево каньон уходит. Там огромный высокий водопад. Воды в нем немного, но высота большая. А ниже водопадов, когда уже ближе к подпору, вся река вообще под камнями течет, как будто и нет ни воды, а выше все в водопадах. Олег уже готов к отплытию почти что. Я, как обычно, отстаю. Сегодня нам немного по плану пройти нужно. Придем пораньше и планируем помывочную. После 4 дней волоков. Да. Надо с себя волока смыть. Начинаем наш первый ходовой день по Ките. Да что такое? Пока начало не заладилось. Мы все же еще в устье реки, мелковато. А ты что, плывешь, что ли? О, поглубже стало. Да тут мелкого вообще. Устье Аракана глубиной по щиколотку на всю ширину. Вообще мель. Где свал-то? Ага, во, и пошла глубина. Вот здесь закидываем блесну. Может, что попадется.
Сидит. Это он, скорее всего, за Блесной побежал. Он прямо в направлении Блесны шел. Олег, там что-то сильное, нужны перчатки. У тебя близко? Одну перчатку, любую. Это левая, да? Ух ты! Ты что делаешь? Ага, голец. Небольшой, смотри, что делает. Сильные рыбки. Поздравляю вас. Спасибо. Обеденная остановка. Готово. Оладьи с луком и оладьи сладкие. Наш обед. Комплект к ним: голубика со сгущенкой и рыба соленая. Сейчас вкусно пообедаем. Мы отобедали, отчаливаем навстречу этой гаре. Я надеюсь, там тайга целая, и это с Норильска несет. А то при таком ветре пожар может раздуть нешуточный. Дымка на глазах усиливается. Мне кажется, его большую часть по долине Малого Аракана на Кутурамакан уносит. Сейчас к той горе подойдем, наверное, запах гари усилится.
Ну, когда вот грунт такой неустойчивый, крупный песок, колья он не держит, вот такие камни используем. Ну вот домик в домике готов. Немножко кривовато, конечно. Но это камни большие. Они вон так отсюда мешают. Как выбирал? Очень просто. Купил самую дешевую зимнюю палатку. Диаметром 3 метра. Ничего, дождь держала, вообще не промокала. А дождь шел больше суток. Проливной. Не заканчивался. Мы не промокли. Солнце уже за гору завалилось. Начинает холодать. Но у нас тут запасов дров в неограниченном количестве. Так что вечерний холод нас не пугает. Даже радует, комары улетели. Они ж нежные создания. Им по погоде чуть что не так. Ветер, жарко, холодно, сразу прячутся.
Утро 9 августа. Над озером стелется туман. Спускается с того конца озера, откуда мы пришли. Я думаю, сейчас быстро рассеется ветерок. Слабый ветерок появился. На костре кипятится чайник. Вообще красивое, спокойное утро. Дымка от пожарищ рассеялась. Может, все, потух пожар. А может, просто направление ветра изменилось. На озере практически полный штиль. Но это потому, что мы не гребем. Когда выплывем, обязательно будет ветер. Внутренние палатки из-под тента мы убрали. Сейчас будет, ну не баня, помоемся. Нагреем воду. Там под тентом тепло, мошкары не будет. И помоемся. Помывочная почти готова. Холодной воды в герму набрали. Сейчас подливаем туда горячей. До достижения желаемой температуры. Лавка есть. Микротазик. Ну, Олег там производит небольшой ремонт. Спрашивали, бывают ли повреждения. Вот в этом походе случилось повреждение. Ну, вообще незначительно. Можно даже и без ремонта обойтись. Лодкам в этом походе досталось крепко. И вот тут эти вот царапины. Сквозные пробития. Сквозные, да. Есть пробитие. А ремонтировать мы будем не заплаткой в традиционном смысле. Мы с собой берем кровельный скотч. Он вообще может стать и постоянной закладкой. Я к своей приклеил такой, он несколько сезонов ходил. Эй, зараза, здесь защип какой-то. Нет, сейчас. Все, ремонт окончен. Ремонт окончен. Да. Ну такая штука весь поход точно выдержит, а нормальную заплатку можно дома приклеить. Речки мелкие были, скатывались по этим рекам. Да на Бичеве тоже лодкам досталось, тащили их по мелям. Ну ничего, выдержали. Лодками мы довольны. Почти идеал. Помылся. Сижу у костра, жду, когда чай закипит. Вообще хорошо. Чувствовать себя чистым. Олег даже взял с собой шампунь, как в отелях, такие пакетики маленькие. Запах из цивилизации. Хорошо. Я даже бороду постриг. Голову все подровнял. Там Олег моется. Вот теперь полный комплект для счастья. Красивый вид, костерок, чай с конфеткой, в чае верхушка багульника. И я чистый. Отчаливаем со стоянки нашей красивой на мысу. И чайки уже в рядок ждут. Здесь их особо много, они с птенцами тут. А что, мы им ничего не оставили?
Профессиональные актеры не замечают камеру. А я и не замечаю, это был внезапный всплеск, эмоциональный выброс. GoPro, сделай фото. GoPro, фото. GoPro, сними фото. Все, доплавались, Олег с предметами разговаривать начал. Я ему говорил, с ней бесполезно разговаривать. GoPro, сними фото. Вот мы дошли до устья, ну почти дошли. Вот там устье Такингды, и дальше там вон база. Ну мы по левому берегу будем идти, не будем заходить на базу. Обеденная остановка на берегу залива на озере Штиль. Главное не переборщить, конечно. Ничего себе. Ну, с пюрехой сложно переборщить, она много воды берет. Картофельные хлопья. Рыба, кускус, картофельное пюре. Ну, неплохой обед. Что-то я не помню, что я с женой говорил вечером.
там. Интересно, в Красноярске что же погода была? Ну там прогнозировали тоже жаркое лето. Отобедали, пошли окрестности изучать. Очень длинные тени от вас. А я вот так посредством тени в кадре присутствую. Я хотел, чтобы свал был поближе к берегу, чтобы глубину снять. Ну, Машка-то понятно, а ты-то там что делаешь? А я пошел вот там, вдруг кадр такой красивый. Плановая точка ночевки на сегодня вот этот мыс. Сейчас посмотрим. Если не понравится, дальше пойдем. Завтрашняя норма подсократится. Но лучше бы, конечно, встать. Надоело уже веслами махать. Горы какие-то мохнатые. Лесом заросли. С той стороны тоже. В этом месте, видимо, какой-то особо мягкий климат. Но они, конечно, пониже, чем остальные вот эти горы. Но все равно граница леса высоко. Ну, для палатки, очевидно, галька крупновата. А в лес мы не лазим. Там мухи. А вот тут вот галька сама то. Главное, чтобы место ровное было. А, река.
устье реки. А здесь посмотрим, и вон с той стороны такая же коса. Олег, ну палатка, вот терраформирование проведем, и будет ровная площадка. С той стороны вон коса тоже есть такая же. Вот. Там палатка. Где-нибудь, где там костер, тут палатка, там костер. Да, здесь костер, дрова будет ближе таскать. Неплохое место. Не идеальное, конечно. За спиной болото, оттуда комары летят. Костер есть. Красивый вид есть. Что еще надо? Надо приготовить еще ужин. Солнце уже за гору закатилось. А мы только начали готовить ужин. Гречка с мясом сушеным и с овощами. Чай там пытается закипеть. Но огонь пока не добавляем. Гречка там доходит. Олег, дай мне палочку, у меня толстоватая, потоньше. Ты что, мешаешь? Да не, выковыривать масло топленое. Вот здесь это есть. Ой, оно только оно полужидкое, растает. Его и выковыривать надо. Кстати, последнее масло, да? Да. Поберечь немножечко. Гречка еще есть, каши есть заварные еще. Ладно, побережем. Чайник так не закипел. Он кипел. А? Утро 10 августа. Солнечно, тепло, гнуса в меру. Палатку мы уже собрали. Заряжалка работает. Что, чайник вскипел? Давай сделаем
обзор кострового оборудования. Давай. Что снимать нечего. Сделаем обзор на костровое. Посуду мы тоже к костровому отнесли. 2 котла на 2 литра и на 4. 4-литровым сейчас суп варится, но 2-литровым кипяток, чаи, кофе. Ну, чаще всего маленьким пользуемся. Ну, вообще вот эта емкость нам подошла. Раньше таскали 3-литровый и литровый, нам не хватало. Котлы крепятся на палку-держалку посредством крюков. Двухпозиционных, можно ниже, можно выше. Да, вот Олег перевесил, стало выше. Крюк вот так выглядит. У него еще есть одна очень полезная функция у крюка. Когда костер жаркий и все горячее, даже крюки. Генч, продемонстрирую, как снять, когда все горячее. Вот вторым крюком берешь и снимаешь. Поэтому у нас их 3. 3 еще и вот поэтому. Точно, можно же еще вот удлинить. Да. В общем, крюки это очень полезная штука. И еще про котлы. Дужки из тросика. И висят ровнее, и когда складываешь, они не мешаются. Пары они продаются вот так, 2-литровые, 4-литровые, они друг в друга входят. Как называется производитель, я не помню. Ну, в Екатеринбурге делают. Сковорода с чапельником. Вещь, конечно, спорная. Это все не называть легким оборудованием. Сковорода литая, алюминиевая, не чугунная, толстостенная. Костер же он неравномерно греет. Где-то больше горит, где-то меньше. А толстостенная вся прогревается равномерно. Котлетки, там, оладьи, все это жарится качественно. Поэтому вот таскаем такое. Она весит килограмм, наверное. У нас 3 тарелки. 2 заняты основным блюдом, а 1 салатик с лука, допустим, еще какая закуска там. А вот ложки 3. Именно по причине, что 1 может потеряться. Поэтому 3 ложки. 3 ложки. 1 маленькая ложечка. Не чай размешивать, а масло топленое выколупывать. Когда холодная погода, оно там застывает, как парафин. И его вот ложечкой оттуда. Поднос. Часто им пользуемся. Рыбу почистил, сюда сложил. Часто с него едим, как с тарелки. Здесь по центру гарнир выкладываем из 2 сторон. Там куски жареной рыбы, котлет. Наши ножи. Вот кухонный. Это шинковка лука. Там где-то можно филе с рыбы снять. Он тонкий, гибкий, филе, удобнее им снимать. В общем, кухонные, все кухонные задачи мелкие выполняет. Ну а эти, как это, рыбу почистить, кол выстрогать для палатки. Вот. Ну это вот самые похожие на топор наши инструменты. А топор мы не берем. Пилу тоже не берем. Дров полно, вот, в лесу все дровами завалено. А при дефиците дров, если вот предполагается дефицит дров в походе, мы берем щепочницу. Вот на Нижней Тунгусской в походе щепочница была очень даже оправдана. До леса там метров 200 идти в среднем. И весь топляк где-то там по кромке леса в кустах. Каждый раз вот так за дровами ходить. В общем, мы разок собирали щепочки в мешок и так мешок с собой везли. В любом месте встаешь, даже на Лысом острове встал, чай скипятил, дальше поехал. Даже при дефиците дров, в общем, мы берем не топор и пилу, а щепочницу. По этой причине топора и пилы у нас нет. Может, что-то добавить хочешь? Так, не слушайте Дениса, вот мое мнение. Он, как всегда, наврал. Да не буду добавлять ничего. Будешь? Почему мы не берем вилки? Почему, кстати? А что, тебе не хватает вилок? Вообще иногда не хватает. Зачем? Раз так спагетти прикинул. А спагетти ложками, да, Олег прав. Что еще, Олег? Поварешечка. Поварешечка. Да, поварешечку не берем, возможно. Какую-то пластиковую легкую-то можно взять.
А чё, кружкой моей нормально мы чурпаем. Вот у нас кружки. У Олега термо, а у меня такая просто обычная. Вот такая поудобнее. Черный. Она черная, потому что в ней можно чай подогреть. В общем, наверное, вот такая поудобнее для похода, чем этот термо. И она и как поварешка работает, и как все вот это. Пока рассказывал, у меня чай остыл. Вот сейчас и подогрею, да. Вот ручеек, у которого стояли. Мель. Погода курортная. Мух нет. Замечательно. Ну, такая погода уже несколько дней стоит. Туда, к широкой части озера. Там, в принципе, всегда вода теплее. А сейчас должна прогреться. В каком-нибудь заливчике можно будет даже искупаться. Скорее всего. В теплой воде. Колоритный берег. Ну, коряга живописная, можно на первый план ее. Свежих следов. А? Свежих следов полно каких-то. А это может росомаха? Ну, наш островок, вон он. Вроде не под водой, все на месте. Чайки сильно недовольны. Вот и наш островок. Вон там мы ночевали, возле елочек. Чайки над Олегом теперь кружат. Вот тут мы и ночевали. Так там палка-держалка, это коряга, вон все как оставили, так и стоит. Вот какие-то такие ракурсы есть в фильме. Ну, коряги, конечно, другие принесло. Штормом все передвигало. А мы здесь стоять не будем, только заобедаем. Вода ниже. Сантиметров на... В глубину сантиметров на 70. А от берега сколько тут? Несколько метров. Вот здесь у нас палатки стояли. А? Это не наши тоже. Почему наши? Все это... Вот так ты пение оставлял? Да.
Все так вот даже можно воссоздать. Единственное, вот эта коряга, она стояла вертикально. Не, вот это я не помню. Вот тут так и ставили, да? Во. Вот так было. Это вертикальная коряга. Хотя эта конструкция с палкой-держалкой повторно нам послужит. Чай кипятим, суп разогреваем. Перегребаем здоровенный залив. Уже почти перегребли. Тут на склонах снежников много. Гора вроде невысокая. Не вроде, а гора невысокая, но на ней много снежников. Вот этот большой, наверное, вообще до осени не растает. И идти можно вперед, только вот так голову в бок повернув. Впереди прям в глаза солнце и блики от воды. Вообще невозможно вперед смотреть, ничего не видно. Вот так в бок и смотришь и идешь вперед. Выходим в просторы. Озеро расширяться сейчас будет. И вон из-за горизонта начинают выглядывать Талнахские горы, Норильские горы.
Выбрали мы место для стоянки. Вон туда красивый вид на гору Дея. Туда красивый вид. И под палатку нашли, как специально сделанное, идеальное ровное место. Вот здесь костер. Поленья так и лежали. А вот здесь палатка. Идеально ровная полянка. А, и еще тут бонусом ручей есть. Мы сейчас ручей проходили. Подозрительно полноводный ручей. Со снежников течет. Там, скорее всего, хариус стоит. Сейчас хотим разгрузиться и туда сгонять метров 300. И блесенки покидать на хариусе. Вот он, ручеек. Попробуем. Может, стоит здесь хариус. Ага, кто-то есть. Хариус, наверное, и есть. Но может небольшой голец еще быть. Вот нам свезло со стоянкой. Сейчас и рыбу наловим. Да какой хороший хариус-то, а? Ну, он с первого же заброса взял. А со второго не взял. Еще один, тоже хороший. Ну, не смог убежать. Ну все, сын мой теперь. Олег, это к тому в компанию. Сидит хороший хариус. И это вообще голец. Как-то так сопротивляется. Просто на течение, наверное. О. Вот такой. Хватит или котлеты делаем? Хватит, да? Ну все, пошли. А можно еще одного поймаю? Есть еще один. О, Олег, это самый здоровый.
Вот такой вот. Покажи плавник. О! Плавником. Ну все, точно, хватит. Оставлять запчасти? Ты будешь это? Так, Света, что делать будешь? Что хочешь? Хочешь соли, хочешь. Одна остается, да? Да. У нас на плите даже места мало. Такая готовка идет. В большом котле уха варится, сковородка греется, подрывы в кляре, чайник кипятится. А вот филе, кляр. Сейчас будем готовить.